Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Светлана и мой канал для тех, у кого Новый год, круглый год в душе. Мне вот интересно знать, вы уже нашли ответ на философский вопрос, что же было раньше, курица или яйцо? Вы знаете, у меня есть своя версия, и я хотела бы с ней поделиться с вами в одном из последующих видео. Поэтому подписывайтесь, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Вот какая у меня курица, веселуха. Но сегодня у нас другая тема. Мы поговорим о игрушках, погремушках и каруселях. Да, вот о таких незамысловатых игрушках. Прекрасных советские елочные игрушки свободной выдувки. И я, конечно же, не была бы сама собой, если бы не поделилась с вами хотя бы маленькой крупицей информации. Интересно же, правда, как я говорю. Представьте себе, что даже вот самые простые, самые привычные предметы, которые нас, друзья, окружают, эти вещи, они могут обладать какой-то необычной историей, какими-то приметами, легендами. Не исключением являются и погремушки. Погремушки изначально и вовсе не были игрушками, а очень серьезными предметами, которые выполняли крайне важную роль в жизни людей. Представляете, их находят в раскопках поселений людей 4 век до нашей эры. Уже тогда были погремушки, друзья. И какая же была их роль? А вот какая. Задача погремушек была отпугивать всякую нечисть, лихую какую-то силу, я не знаю, лихоманку, дьяволов и все несчастья. И выглядели погремушки тогда совершенно по-другому. Ну и, конечно же, выполнялись они из других материалов. Не было пластмасс, часто было, конечно, дерево. В основном это вот были всякие животные, там курочки, собачки, волки, шарики. Самое главное, что наполняли этот предмет, полость, камешками, бусинками, чем угодно. Главное, чтобы погремуха, конечно, гремела. У нас, у древних славян, погремушки, конечно, выполняли из чего? Ну, что у нас было под достатком и всегда? Это, конечно, дерево, это, конечно, глина, кожа, береста и солома. Но принцип, конечно же, был тот же. Вовнутрь вкладывали семена растений, бусины, камешки, вот, и погремушка гремела. А потом уже погремушка становится и детской игрушкой. Кому интересно, кто живет недалеко от Москвы или скоро будет в Москве, в Золотом фонде на Кремле хранится одна царская погремушка. Даже кто был, наверное, и не обратил внимания. Погремушка, конечно, ну если царская, то обязательно, конечно. Она вся исполнена из золота, покрыта, друзья, драгоценными камнями, в том числе и бриллиантами. Вот так вот. А кем она была заказана, для кого, для какого царевича, что впоследствии случилось с этим царевичем и кому эта игрушка дальше была передана, вы узнаете или в Золотом фонде во время экскурсии, или поищите эту информацию где? Ну, конечно же, в интернете. Ну, а мы рассматриваем мои погремушки. Вот эти вот, кто помнит недавнюю распаковку, они пришли в последней посылке. Вот эти вот две, это те, которые я искала, нашла и купила. И вот две, которые мне подарили, я вам сейчас их покажу. Хочу подчеркнуть еще раз. Это свободная, друзья, выдувка.
легенькие-легенькие. Жалко вот, что через экран вы не можете почувствовать какой-то легкий, воздушный, друзья, предмет. Что-то просто чудное, необыкновенное. Моя первая погремушка, конечно же, не сохранилась. Ну и я ее, что само собой, разумеется, не помню. Это же игрушка новорожденных. Память стирается. Жалко, конечно, было бы сейчас очень приятно и сентиментально подержать в своих взрослых руках свою первую погремушку или передать по наследству сыну, а сын бы передал эту погремушку своему сыну. Ах, как-то не подумали мои родители, не подумала и я сохранить первую погремушку моего сына. Многое вещей сохранила, а вот погремушку нет. Поэтому возьмите, друзья, себе на заметку, чтобы вот у кого рождаются дети, рождаются внуки, все-таки купить какую-то особенную погремушку и потом беречь ее и передавать по наследству, как связь поколений. Вот как вам такая идея? Напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны вы ее поддержать или нет. Ах, вернуть бы время, я бы обязательно сохранила погремушку своего сына. Это вот очень старенькая погремушка, она находится даже в каталоге. Еще раз, в сотый, в миллионный раз подчеркиваю, друзья, если игрушки нет в каталоге, это совершенно не значит, что эта игрушка какая-то менее ценная. Наоборот, эта игрушка может быть очень редкая, настолько редкая, что даже у коллекционеров, которые занимаются коллекционированием 15-20 лет, ее нет в наличии. Представьте себе, что каждый год всплывают какие-то новые старые советские игрушки. Даже у меня, у скромного собирателя, есть елочные игрушки, которых нет в каталоге, нет у коллекционеров, и которые даже меня просили сфотографировать, и когда будет переиздание каталога, они, скорее всего, там появятся. А вот 4 вот такие вот игрушки у меня есть. Одну секунду. Как же мне их все сразу одновременно показать? Вот 3 совершенно похожи, отличаются только, друзья, окрасом. И одна как бы той же формы, но видно, что игрушка более старенькая, более такая пузатенькая. Я задаю сама себе вопрос: это у меня погремушки или это у меня сосульки вот такой вот так вот, наверное, покажу, вычурной какой-то формы. Вот если бы здесь не был такой остренький кончик, я бы думала, что это погремушка. Ну, такой острый конец в детской игрушке. Трудно в это поверить. Ну, а теперь переходим к чему? К каруселям. Тут тоже все далеко, друзья. Не так просто, как думаете вы и как думала и я. Вот она, моя первая карусель. И я даже сейчас рискну и попытаюсь сделать так, чтобы эта карусель у нас закружилась. Это именно карусель. Это не волчок и не юла. Сейчас вам ее поближе покажу. Мало, друзья, кто вообще знает и предполагал когда-либо, что изначально карусели были предназначены совсем не для развлечений, а для более серьезного дела. А вот именно в XII веке эти карусели, использовались как тренировочные предметы, я не знаю, какое правильное слово подобрать, да, для наездников, для крестоносцев. В Италии и в Испании именно крестоносцы тренировали свое воинское мастерство на каруселях.
Карусель в переводе на русский язык, знаете, что означает? Маленькая война. И звучит это в итальянском каруселла, а в испанском гаруселла, если гаруселла, каруселла, в зависимости от языка. Потом, позже, уже впоследствии эти карусели приходят куда? Во Францию, и они наподобие вот тех итальянских и испанских, значит, делался вот такой вот, друзья, столб. Вокруг этого столба размещались деревянные лошадки. На этих лошадках сидели военные и тренировали, друзья, что? Свое мастерство солдата. Их задачей было, кружась на карусели, сидя на деревянных этих лошадках, поражать цели. Вот они копьями или подхватывали кольца, вот, которые висели по кругу, или пробивали щиты. А потом, спустя многие годы, во Франции карусели стали делать для развлечения богатых, состоятельных людей и их детей. Ну и, конечно, классическая карусель, она состоит вот из лошадок, летящих по кругу. И здесь, опять же, один маленький нюанс. Кто из вас обратил внимание, что вот лошадки, которые бегут вот так вот по кругу, они все одинакового размера, за исключением только одной единственной. Всегда есть одна единственная лошадка, которая покрупнее. И именно она, вот эта вот крупненькая лошадка, одна единственная на карусели, которая наряжена, если можно так сказать, в военные доспехи. Такой вот, друзья, нюанс. Думаю, что вот после этого видео вы станете обращать внимание на карусели и на эти вот лошадки. Правда же интересно? Мне лично интересно все. Держишь вот так вот в руках простую советскую игрушку. Вот даже погремушку. Да, вот эту вот мне подарили, и вот эту вот мне подарили. Катенька мне подарила эти две погремушки. И задаешь себе вопрос. Ой, ну это же такая привычная игрушка детская. А вот интересно, а когда? А как? Она появилась, и вдруг открываешь для себя что-то новое. Точно так же помните в предыдущем видео, как многие удивились, что Юла и Волчок – это разные игрушки. Кто изобрел Юлу? Интересно же. Кстати, кто еще не смотрел, посмотрите обязательно. Ну а я, друзья, буду с вами пока, конечно, не прощаться, а скажу вам до свидания. И пускай злые духи никогда не приходят ни в ваш дом, ни в вашу душу. Давайте будем добрее и милее друг к другу. Уж слишком много зла сейчас в окружающем нас мире. Но мы все пройдем, все победим. Красота и любовь обязательно, друзья, спасут наш грешный мир. Пока-пока.